Объяснить тому, кто с нами не был, какая здесь стояла тишина, как с грохотом на нас упало небо, в которое нас бросила война. Я помню всех, кого сегодня нету, кто рядом шел наперекор судьбе. Они ушли однажды в это небо, и небо их оставило себе. Мы не допели, не договорили, нам каждая минута дорога, и, поднимая в небо эскадрильи, летим на запад, чтобы бить врага. Давай с тобой выпьем за победу, она придет немного, погоди. Внизу наш дом, а это наше небо, мы никому его не отдадим. Товарищ командующий, товарищи генералы, по донесениям партизан ночью к передовой идут колонны техники и пехоты. В этом направлении 2 ночи подряд с заката до рассвета двигалась техника. Это как минимум 2 танковые или усиленные мотопехотные дивизии. Здесь, по координатам того же партизанского отряда, мы нанесли удар по складу боеприпасов. Судя по взрывам, которые продолжались почти сутки, там был целый арсенал. Таким образом, уже нельзя отрицать, что именно на этом участке фронта происходит сосредоточение сил противника, причем в полном состоянии скрытности. Только ночью полное радиомолчание и мощная защита от разведки. А с воздуха квадрат закрывает 52-я эскадра Люфтваффе. Когда эта 52-я отсиживалась на тихих участках фронта. Все это вместе доказывает, что немцы начнут наступление именно здесь. Какие будут мнения? Товарищ командующий, вот Макаров говорит, факты доказывает. Но передвижение по всему фронту каждый день происходит. Я вам таких фактов на своем участке сколько хочешь наберу. Вы говорите, склад взорвали? А может, он с Первой мировой там лежит? Ну, а 52-ю в последнее время потрепали очень здорово. Вот они в тихом месте. Да, слушай. И облетывают новичков. А здесь реальная опасность, реальное передвижение войск. Каждый день к линии фронта подтягиваются новые части. Почему мы должны оголять этот участок фронта? Разрешите? Не скажу, что полностью разделяю точку зрения товарища Макарова, но разве мы уже не сталкивались с тем, что немцы одни и те же части взад-вперед таскают? Днем к фронту, за ночь обратно в тыл. Я к тому, что уж больно на показ все это. Ну а ты, Дорохов, что скажешь? Ведь черный квадрат у тебя под боком. На участке фронта, где немцы устраивают показуху, глубина нашей обороны 30 километров, а у меня 6. Если основной удар пойдет здесь, фронт мы можем не удержать. И немцы откроют для себя оперативный простор. Товарищ командующий, предположим, немцы начнут наступление из белого квадрата. Предположим, они вклинятся в нашу оборону, но подставят под удар свои фланги. А если они начнут наступление здесь, на северо-востоке, 3 наших армии окажутся в котле. Этого не было с 41-го года. Что ты меня пугаешь? Ты им не предлагаешь полную перегруппировку по всей линии фронта?
Это несколько суток части гнать надо. Для этого нужно разрешение командующего фронтом, согласование со Ставкой, с Верховным. А если это какая-то хитрая дезинформация? Или игра такая тонкая? Ты понимаешь, чем это грозит? Своим делом заниматься надо. Стратегов у меня и так хватает. Ты мне доказательства дай, а думать я буду. Запомни, Макаров, если ты оказался неправ, твоя голова полетит первой. Ну а если прав, все равно ответишь за то, что доказать не сумел. Вижу! Вот оно! Следы техники! Много! Как понял? Уходи! Черт! Хороший мужик был. Да. Надежный такой, простой мужик. А летчик-то какой. Возился все со мной. Да. Ладно, помянем. Держи, Борь. Спасибо. Вечная память и слава. Давай. Слушай, а ты сам точно видел, что он взорвался? Да, своими глазами. Успел только про следы крикнуть и... Про какие следы? Колея от тяжелой техники. Немцы, видимо, разравнивали, но с бреющего видно. А она там уходит под воду, а с другой стороны выходит. И никакого моста. Ну так там брод просто. Я только что докладывал. 10 метров глубины в этом месте. Ребят, выходят подводные танки? Лень, ну какие подводные танки? А что, я слышал, в начале войны придумали подводные танки. Что ж ты за брехло-то такое, а? Нет, правда. Щели законопатить и трубу над водой пустить, чтобы воздух двигатель проходил. Вот они и ходят по дну. Борь, ты куда? Конищева. Я с тобой. Можно мне с вами? Нет, тебе в штаб нельзя. Егор, пошли. Только жди нас у штаба, понял? Угу. Ладно. Что ж ты вьешься над моей головой? Ты добычи не добьешься. Черный ворон, я не твой. Ну не по воздуху же они перелетают. Ну что получается, немцы ночью мост наводят, а утром разбирают, так что ли? Ну может на плотах? Да на плотах долго. И много техники за короткое время не переправить. Тоже верно. Товарищ гвардии подполковник, разрешите войти? Заходите. Предположение есть по поводу этих следов. Ну? Подводные танки это. Да уж. Ну не то чтобы подводные лодки. Они наземные, только по дну могут ходить.
Я слышал, немцы такие разрабатывали. Вы хоть сделали, товарищ подполковник? Ну да. А еще подводные грузовики и подводных лошадей вывели. Подводные пушки таскать. У вас все? Никак нет. Есть еще одно предположение. Летающие танки? Ну? У нас контрабандисты были. Так они свой товар прятали в герметичных бочках в воду. Ну? Там переправа, товарищ командир. Понтонная переправа. Только они ее днем, как эти бочки, в воду погружают. А ночью понтон подняли и пошли колонны. А вот это похоже на правду. Подводные танки. Так. Виктор Степанович, а давайте мы с Дементьевой ночью на 2 слетаем, как в прошлый раз. У меня и здесь есть предложение. Разрешите? Давай. На наши яки вешаем бомбы, летим прямо днем. И вдоль следов, вдоль колеи бомбим реку. Мы и выясним, и переправу взорвем к черту. И за Сараево отомстим. Согласна с предложением лейтенанта Маслова. Ладно, доложу в дивизию, будем решать. Пока свободны все. Есть. Есть. Подводные танки. Выглядел полным идиотом. Но почему, Ленька, идиотом-то сразу? Я, кстати, слышал, под Брестом немцы действительно реку форсировали по дну на танках. Ну как это? Ну как это? Да. Они что, значит, через конопатили? Законопатили. Специально трубу сверху Чтобы воду двигатель поставили, проходил. чтобы воду... Ну да, знаю я эти сказки. Ну, Ленька, не хочешь, не верь. Зачем мне тебя обманывать? Ну не знаю, зачем тебе меня обманывать. Товарищи летчики, можно обратиться? Обращайся. Вот товарищ Сашка на работу хочет устроиться. Товарищ Сашка хочет на работу устроиться? Ну а ты, товарищ Сашка, надежный? Как? Не подведет? Надежно, не подведет. Ну что, товарищи, берем Сашку? Я думаю, можно. Ну вот, Егор, все ему объясни. Понял? Что, куда, чего. Если надо, там, спрашивай Егора, он все знает. Понял? Надеюсь на тебя. Может, с нами сходишь к механикам, скажешь, а то прогонят. Моя протекция нужна. Чего? Ничего, пошли. Видели, какого я положения достиг? Своих людей на теплые местечки устраиваю. А? А как ты на теплые местечки? О, брат, это политика. Хороший, Ленька, парень, правда? Значит так. Хороший, да. Вот не знаю, прибить их вместе с Женькой или спасибо сказать. Знаешь, а я им благодарен. Я себя таким счастливым сейчас чувствую. Я как будто под водой сидел, через тоненькую соломинку дышал. А сейчас вот меня вынули, я полной грудью могу наконец-то вздохнуть. Мы сейчас с тобой рядом идем. Я тебе спокойно говорю. Я тебя люблю. Очень люблю. Я по тебе с ума схожу. А вот с ума сходить не надо. Я тебя тоже очень люблю. Товарищ капитан, вас подполковник Логоза вызывает. Слушаю. Загляни ко мне. Есть. Вызывали? О, хорошо. Проходи, садись. Как раз свежему чайку поспела. На, держи. Что-то важное? Простая формальность. Вон Павел Алексеевич наградные документы собирается на Маслова отправлять. А он ведь твой ведомый. Так точно, ведомый. Просто хотел узнать твое мнение. Достоин ли, в бою не трусит ли, может, и возражения есть. Возражений никаких нет. Маслов – храбрый летчик. Ну и чудно, чудно. Просто хотел услышать твое беспристрастное мнение. Оно ведь беспристрастное. Что? Ну, мнение твое, оно объективное. А то, знаешь, как бывает, человек понравился, и взгляд, как бы это сказать, затуманивается. Вадим Петрович, я готова подписаться под каждым словом, сказанным мною в отношении Маслова. Ну и все, чудно. В принципе, я только для этого тебя и вызывал. А, да, присядь. Забыл тебе рассказать. У меня друг и коллега служит в 305-м женском авиационном полку. Так вот, он пишет, там одна командир эскадрильи, ценный летчик, имеет награды, забеременела. Все, в тыл. Ужас. Вот, ужас.
потерять такого бойца. Командиру по шапке, моему другу по шапке, в общем, всем по шапке. Хорошо, что в нашем полку такое невозможно. Точно? Точно. Ну и хорошо. Раз ты говоришь, значит, так оно и есть. В общем, все. Да, ты Маслову про награду не говори. Ну, а что сюрприз портить? Хорошо. Разрешите идти? Идите. А чай так и не выпила. Ну а сам-то как думаешь? Я думаю, товарищ генерал, если с разведкой зачастим, спугнем немца. Оборону усилит. Или вообще перенесут переправу. Мы ее тогда еще неделями искать будем. А так одним разом и накроем. Согласен с тобой. Бери лучших Понял. и вмажьте им хорошенько. Выполнять. Есть. Объявляю вылет? Да. Есть. Боевая задача. Найти и уничтожить переправу противника. В бой не вступать. В квадрат не углубляться. Вопросы есть? Никак нет. По машинам. Чистые стекла – это закон победы в воздушном бою. Понял? Ага. Вот, поменяй. Деловой. Держи. О, у тебя тут еще грязно. Самолет к вылету готов. Давай, Сидоренко. Товарищ лейтенант, самолет заряжен, заправлен, к бою готов. Приступаем. Самолет к вылету готов. Здравия желаю. Удачи. Удачи. Давай. Минус зенитка. Шесть худых с севера! Карбаны Бордо работают по второй переправе, остальных прикрывать. Мерсеры на хвосте!
Фотоконтроль есть? Ну а как же? Там все прекрасно видно. Срочно ко мне плен. И не на У-2, с истребителем, чтоб быстрее. Уже в воздухе. Молодец. Благодарю за оперативность. Спасибо. До связи. А знаешь, я после войны в свой поселок не вернусь. А мама как же твоя? Ну, приеду навестить ее. Но жить там не буду, не хочу. А мне тоже, в общем-то, возвращаться и некуда. Слушай, мне тут Коничев предлагает в академию поступать. Может быть, мы вместе? А? Давай. Там сначала общагу, наверное, дадут, а потом ведь разберемся как-нибудь, да? Стоп. Что? Нехорошо это, Борь. Война еще не кончилась, а мы закатываем. Наверное. Нехорошо все это. Отставить. Есть, товарищ капитан. Но правда, давай не будем. Логозап про нас с тобой все знает. Откуда? Понятия не имею. Но почему-то даже не удивляюсь. Ну чего ты? Как же мне теперь своим девчонкам-то запрещать? Чего запрещать? Того. А то сам не знаешь. Боря. Давай до конца войны не будем. М? Хорошо? Хорошо. Не будем. Что, даже поцеловать нельзя? Угу. Евгений, вы уж меня простите. Вы просто хотели, чтобы я провалила боевое задание. Нет, ну что вы, я переволновался. Так уж и переволновались. Да я испугался за вас. Сильно испугались? Да я, можно сказать, в жизни так не боялся. Ну, значит, я вам не безразлична? Конечно. Ну, вы, можно сказать, мой лучший друг. С кем я еще по-французски поболтаю? Жалко было бы терять такую возможность. Ну, мы друзья. То есть я для вас только... Нет, я понимаю, я только друг. И это уже провокация, дед. Ладно. Я давно уже жду от вас каких-то слов, Илья. Но, видимо, вы очень нерешительный. Поэтому я начну сама. Вы мне нравитесь, Илья. Я вижу, что я вам тоже нравлюсь. Про себя даже больше могу сказать. Я вас люблю.
И между нами какая-то неопределенность вот эта. И... Я так больше не могу. Я вижу, что я нравлюсь вам. Я вижу, как вы на меня смотрите. Только вы ни разу об этом не сказали прямо. Мне кажется, это нечестно. Вы мне ничего не скажете? Зря вы все это, Евгений. Я вас не люблю. Жень. Жень, что случилось? Ничего. А чего ты плачешь? Хочу, хочу. Иди сюда. Иди, иди. Ложись. Тихо, 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 тихо. Ну чего? Все будет хорошо. Помнишь, ты сама мне говорила? У тебя все будет хорошо. Ну чего ты хнычешь? Это первая переправа. Прошу обратить внимание на размер понтонов и общую основательность конструкции. Из этого делаю вывод, что данная переправа предназначена для переброски большого количества тяжелой техники противника. Это вторая, точно такая же. Суммируя все факты и данные, предоставленные товарищем Макаровым, могу предположить. Товарищ Алексеев, давайте по сути. Передислокация сил противника в этом квадрате является отвлекающим маневром. На самом деле противник концентрирует силы в другом месте, вот здесь, на участке Макарова. И именно отсюда будет нанесен основной удар и прорыв фронта. Основное место прорыва или прорывов нам неизвестно. Это влечет за собой отсечение и окружение 3 армий. Такого не было с 41-го года. У меня все. Садитесь, пожалуйста. Слушаюсь. Вот я не понимаю, почему у нас так мало авиаприборов? Взять, к примеру, авиагоризонт. У меня-то давно уже есть, а у нас нету. Ты еще скажи про бронированное кресло у мессера. Ну. Ну, действительно. Я вот помню, стояли мы под Артемом. На. Там угольные шахты. А у меня задание ночью вылететь и пристроиться слева к ведущему. А лечу. И тут я огонь шахты принимаю за навигационный огонь ведущего. Че, стал снижаться, попал в дым от шахты и чуть не врезался. Да. Авиагоризонт. У нас рации-то недавно появились. Главное, сколько неоправданных потерь из-за этого. Ну, ребят. Честное слово. Настоящий летчик должен уметь летать на всем, что только может летать. И только с некоторым трудом. На том, что, мягко говоря, вообще летать не может. Идет. О, давайте Интересно, сейчас быстро. Что там за экстренное совещание Расскажу анекдот про политрука. В 3 часа политсобрание. Политрук идет по полю, смотрит, механики самолетом возятся. Он им говорит, ну так и так, распекает, и почему не политсобрание, почему рабочее место не в порядке, все такое, разбор. А ему механики говорит, вам хорошо, вы рот закрыли, у вас и работа закончена, и рабочее место в порядке. Ты чего? Так, как там, товарищ капитан? Значит так.
Начата масштабная переброска войск на нашем участке фронта, так как именно здесь противник готовит наступление. Наше командование приняло решение аккумулировать все силы в этом районе и нанести упреждающий удар. И наш доблестный авиаполк примет участие в наступлении, как говорится, в первых рядах. Позбиваем? Да, конечно. А ты что за анекдот рассказывал? Смешной? Да. Мужчина к женщине подходит. Жень! Жень, нам надо поговорить. Не надо. Je veux expliquer. Не надо ничего объяснять. Я правда все поняла. Слушаю, товарищ генерал. Там соседи ваши отличились, раму сбили. Как раз в вашем районе. Примерно 15... километров на северо-запад. Передайте соседям наши поздравления. Поздравления потом, там летчик выпрыгнул. Приказываю немедленно организовать захват. Взять живым, слышишь? Живым. Вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Жду результата. Дементьеву ко мне бегом. Есть. Так, выдвигай группу охранения в этот квадрат. Соседи раму сбили. Пилот спрыгнул. Приказано найти и взять живым. С одной ротой мы этот квадрат неделю прочесывать будем. Так я поэтому туда Дементьеву и посылаю на этажерки. Начинайте поиски вслепую. А дальнейшее по результатам воздушной разведки. Давай, выполняй. Ты у нас глаза ставь, так что смотри в оба. Фигура важная, сам Макаров звонил. Так что постарайся. Рота охраны выдвигается немедленно. Но весь район они прочитать не смогут. Нужны точные данные. Так что все на вас сходится. Ясно, товарищ подполковник, не в первый раз. Давайте. Ищем сбитого немца, вот координаты. Задачка. Ищите, девоньки, иголку в стоге сена. Парашют, Галя, не иголка. Ну да, только если немец не совсем идиот, тем более живой, он парашют уже давно в землю закопал и земелькой присыпал. Ну да. Контакт. Есть контакт. Разрешите? Заходите. Евгений, можно вас на пару слов? Нельзя. Всего несколько минут. Не надо. Я пойду к девчонкам схожу. Я с тобой. Я ведь и при капитане Литовченко могу объясниться, раз уж на то пошло. Да поговори ты, ради бога, с человеком. Лида. Евгения. Можно? Все. Сержант Бестужев здесь? Так точно. Ну, конечно, где тебя можно еще искать? Пойдем. Там опять твой немецкий понадобился. Есть. Извините. Жень. Ты чего? Пришел? Дура ты, дура. Его зовут Юрген. Он командир разведывательного отряда ближней разведки. Меня интересует, какие силы сосредоточены в этом квадрате. Какие силы сгруппированы в этом квадрате? Полной информации у меня нет.
Несколько танковых и пехотных дивизий. Также дивизия У СС. него нет полной информации, но он думает, что несколько танковых и пехотных дивизий, в том числе дивизия СС. Спроси его, может, он врет, может, он нам пыль в глаза пускает. Это точные сведения? Тихо. Нет смысла врать. Ему незачем врать. Почему? Почему? Мы понимаем, что для вас не секрет сосредоточение наших сил в этом квадрате. А для нас не секрет, что вы начали перегруппировку войск и стягиваете сюда силы для упреждающего удара. Но у вас ничего не выйдет. Он говорит, что они понимают. Что понимают? Что мы знаем о сосредоточении их сил в этом квадрате. И для них не секрет, что мы начали перегруппировку войск и стягиваем сюда силы для упреждающего удара. Но он говорит, что у нас ничего не выйдет. Почему? Я уже понял, что значит это слово. Почему? Мы не будем ждать подхода ваших сил. Мы ударим раньше. Они не будут ждать подкрепления. Они нанесут удар раньше. Когда? Ван? Когда? Завтра. Завтра. Карту. Пусть покажет направление главного удара. Покажите направление главного удара. Мы ударим прямо здесь, на вашем участке. Завтра ровно в 6 утра. Главный удар будет завтра ровно в 6 утра на нашем участке. Четверо худых из облаков выскочили и разбили нас. Значит, ведомого потерял. Хреново. Он тебе этого не забудет. И, как обычно, все перевернет. Да черт с ним. Надоело. Ага, снимай. Давай. Аккуратней. Осторожно, носилки! Пойдем? Нормально, все. Поднимайте, давайте. Аккуратно. Стоп. Сюда. Давай. Все. Пленный офицер сказал однозначно. Наступление будет завтра. И на нашем участке. А если дезинформация? Зачем немцам? Понадобилось сообщать нам направление главного удара. Это же риск. Вряд ли у них есть точные данные о переброске Терентьев ранен. войск. А без? Нет. А так они практически указывают нам, где группироваться, чтобы потом ударить в другом месте. Ну а если у нас? И если они прорвут фронт? Мы же первые у них на пути окажемся. Скажи еще, что твой аэродром и есть конечная цель наступления. Конищев, не верь ты в эти сказки. По-моему, все логично, товарищ генерал. Наш участок был занят совсем недавно. Значит, ни о какой глубокой обороне речи быть не может. Кроме того, наш участок замыкает левый край опасно вытянутой вперед дуги фронта. И если бить, то бить сюда. И кроме того, через дислокацию моего полка проходят две дороги. Достаточной ширины, чтобы по ним развить наступление целой армии. Тем более с запада на восток. У тебя дороги, у меня шоссе, но не паникуй ты раньше времени. Товарищ генерал, а если передислоцировать полк? Мы бы к утру управились. Наступление еще не началось, а ты уже драпать собрался. Если у вас прорвут, тебе принимать удар. Больше некому. Тогда ни шагу назад, Конищев. Слышишь? Ни шагу. Так и знай. Значит, нам готовиться к обороне? Готовься, Конищев. Если дивизия с флангов поддержит. Саперов я тебе пришлю. Подходы к полку заминируют. А на большее ты не рассчитывай.
И на том спасибо, товарищ генерал. Что не слышу? Спасибо, товарищ генерал. И еще. Вышел приказ О восстановлении сержанта Бестужева в звании и возвращении ему всех наград. так что можешь его порадовать. Порадуем. А чего же не порадовать, товарищ генерал? Ну тогда конец связи. До связи, товарищ генерал. Что? Наш полк только что просрали. Кто? Я думаю, там прекрасно понимают, что никакая это не Деза. Насчет главного удара. Теперь понимают, когда уже сделать ничего нельзя. Сейчас из-за этих умов дивизии, армии полягут. А тут какой-то полк. Делать что будем? Оборону держать. Всеми силами. В 19:00 совещание. Семен свободен пока. Пашу сильно ранило? Когда я его видел, он был без сознания. Не вовремя это все. Это уж точно. Бестужеву звания вернули и награды. Хоть одна хорошая весть. Пусть Терентьева в дом перенесут. Хорошо. И Сергеев с медсестрой с ним будут. Угу. От греха подальше. Машину им выделить, Сидоренко. И при первой возможности в тыл, в госпиталь пусть политрука везут. Хорошо, распоряжусь.